Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 27 января, пятница, как всегда, последние новости, которые считаю самыми главными и определяющими на настоящий момент. Начнем с военных дел. Еще не успели поступить танки и другое снаряжение, которое было вмещено в рамках последнего пакета в Рамштайне, и после него, как уже вовсю заговорили о возможных поставках F-16. В этой связи, я думаю, имеет смысл с вами обсудить в целом, так сказать, глобально, что вообще происходит и что можно, а чего не стоит ожидать в этой связи. Итак, общий взгляд, так сказать, стратегический взгляд на ситуацию после Рамштайна. Мои постоянные давние зрители наверняка помнят, что еще где-то в начале лета, с июня месяца, я вам говорил о том, что, по мнению крупных американских военачальников, которых я уважаю, к мнению которых я прислушиваюсь, высказали еще в мае месяце мнение о том, что победить путинскую армаду, которая вторглась в Украину, можно лишь при условии создания в рядах ВСУ примерно 10 или 15 совершенно новых бригад, которые будут укомплектованы натовской военной техникой, украинцами, личным составом украинцами, и эти бригады, подразделения должны действовать в соответствии со стандартами и доктриной НАТО. Это мнение первоначально, во всяком случае, я его первоначально услышал от четырехзвездного генерала Уэсли Кларка, бывшего верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе. Очень уважаемый человек, и в Украине его хорошо знают. Ну вот сейчас как раз вот это и заканчивается, этот процесс. То есть, вот как его воспринимают в Мордоре ихние аналитики, не пропагандисты, а именно аналитики. Они так, состояние близко к паническому. Они как-то жили сразу после Рамштайна, в первый же день, когда стало известно, что по танкам решение не принято, они думали, что это так и останется, но сейчас они в миноре. По их мнению, вот я вам скажу, что они говорят. А это, кстати, отражает то, что происходит на самом деле, во всяком случае, в данном конкретном случае. В ВСУ при помощи союзников заканчивают процесс комплектования 2 корпусов, в состав которых входят вот эти самые 10 или 15 бригад, которые будут вооружены вот этой техникой, которые пообещали, или не пообещали, а заявили, что предоставят на последнем заседании в Рамштайне, и танки, которые последовали, решение по которым последовало сразу после него. Это не просто набор каких-то отдельных видов вооружений. Они подобраны в соответствии с концепцией, которая возникла в НАТО в 70-е годы, когда, значит, вся стратегия НАТО состояла в том, что Советский Союз может напасть, прежде всего, с помощью своих танков, и тогда нужно отразить это нападение, перейти в наступление, взломать советские оборонительные укрепления и таким образом нанести поражение. Для этого и был организован так называемый Assault Breaker, то есть концепция взлома, вернее, остановки нападения, а потом контрнаступление, взлом оборонительных сооружений и так далее. И для этого необходимо было определенный набор видов вооружений, в которые входили тяжелые танки, БТР и БМП, в том числе такие как Страйкер, такие как Брэдлис, затем легкие танки типа французских AMX-10RC, ну и сердцевина это был тяжелый боевой танк. И вот теперь вот этот кулак создается в недрах ВСУ. Сюда же входит крупная артиллерия,
Кстати, вот за танками, за этим ажиотажем вокруг танков как-то осталась в тени информация о том, что Украине помимо танков и БМП с БТРами поставляется еще около 180 единиц тяжелой артиллерии, из которой 150 – это самоходные установки. Это те самые установки, которые вызывают особую головную боль в Российской Федерации, поскольку эффективно бороться с ними они не научились. Потому что там, помните, там техника выстрелил и тут же ушел, и все. С контрбатарейной борьбой в российских вооруженных силах дела обстоят достаточно плохо. И вот они ожидают, что где-то в мае месяце это все будет сформировано, и ответить, судя по всему, вот когда начинают говорить их профессионалы, я имею в виду из Мордора, оказывается, что ответить по большому счету и нечем. Потому что, если вы заметили, те продвижения, мизерные, тем не менее, продвижения, которые имели место в пользу Российской Федерации в Украине в последнее время, это была заслуга так называемых этих самых, ну не так называемых, зэков из Вагнера, которых для этой цели собрали и пустили в бой около 50 тысяч, а теперь 40 тысяч из них уже нет. Тем не менее, добились какого-то там продвижения, может быть, незначительного, но даже в этом незначительном продвижении регулярные части не участвовали. То есть, действительно, подготовленных супер бойцов взять пока неоткуда. Есть надежды у командования российских ВС о том, что вот эти чмобики, которые несколько недель проходили подготовку, станут или уже стали квалифицированными бойцами. Я сомневаюсь, потому что я человек, прослуживший обязательную, прошедший военную обязательную службу в течение 2 лет в рядах советской армии, могу вам сказать, что за несколько недель их могут научить ходить строем, отдавать честь, но стать действительно асами своего дела это практически невозможно. То есть по квалификации с бойцами ВСУ эти люди вряд ли сравнятся. Затем, что касается вооружений. Оказалось, что во второй так называемой армии мира есть полки, которых, ну, допустим, танковые полки, в которых нет ни одного танка, есть артиллерийские полки, в которых нет ни одного орудия, а те, которые есть, это в основном уже техника советских образцов все больше поступает. Новые образцы вооружений, вот они что-то пыжатся, что-то хотят показать, но до сих пор ничего этого не показано. Не показано. В частности, были разговоры о том, что готовы мордорянцы выкатить свою армату, чудо-танк, наконец-то. Ну, дальше разговоров дело не пошло, потому что, ну, боязно, видимо, его боязно выкатить, показать, потому что тут же есть опасения, или она остановится, или ее собьют. То же самое с их самолетом Су-57, который даже не влетает в украинское воздушное пространство, так называемый самолет-невидимка, которого боятся запустить в украинское воздушное пространство. Он стреляет оттуда, из воздушного пространства Российской Федерации. И вот что делать? Что со всем этим делать? В этих условиях горячие головы в России, причем квалифицированные горячие головы, начинают говорить глупости. Но вот есть у них такой капитан первого ранга, бывший офицер Генштаба. Сначала он работал в Советском Союзе, если не ошибаюсь, в Генштабе, а потом в российском Генштабе, это точно. Он откуда-то, значит, говорит, что времени на раскачку некогда. Надо решать вопрос сейчас, до мая месяца, иначе потом все. Когда все это поступит из Запада в Украину, все, это конец. Ну и, кстати, хочу напомнить, что Пентагон рекомендовал руководству ВСУ не начинать
глобальную наступательную операцию до того, как не поступит полностью весь пакет вот этой техники и не закончится подготовка личного состава, который нужно, как они говорят, нужно поженить экипажи с техникой, то есть чтобы они умели нужным образом ей управлять. Так вот, значит, по мнению этого высокопоставленного бывшего офицера Генштаба, когда это все прибудет в мае месяце и украинцы пойдут в наступление, ситуация будет тяжелая. Поэтому нужно решать вопрос сейчас, каким образом нужно бомбить инфраструктуру. При этом у полковника, вернее, капитана первого ранга, у него какие-то странные иллюзии появились. Он говорит, что в условиях, когда у нас есть господство в воздухе. Откуда он взял, что имеется господство в воздухе? По оценке американскими, все натовских специалистов, у России до сих пор не то что господство, а даже превосходства в воздухе нет вообще. Это в условиях, когда Украина имеет ограниченный парк самолетов-истребителей, и вопросы все решаются при помощи их наземных систем ПВО. И тем не менее, то есть нечем им реально ответить. Фантазия о том, что у нас есть господство в воздухе, это все не работает. Нет этого всего. Поэтому начинаются другие идеи. Опять из нафталина достали трясение ядерными причиндалами. Значит, речь идет о том, что надо предупредить, строго предупредить американцев, что если при помощи вот этого бронированного кулака, который создает сейчас ВСУ, если этот бронированный кулак перейдет границы Российской Федерации, вступит на ее территорию, тогда мы наносим ядерную войну, без всякого объявления, то есть все, конец. Но это опять-таки блеф, который ничем не подкрепленный пока, кроме вот деклараций и очередных мультиков. Одним из последних мультиков является, возможно, вы слышали, чудеса с рейдом вновь построенного фрегата, российского фрегата, на котором якобы, я всегда говорю якобы, потому что то, что они говорят, не значит, что есть на самом деле, находятся ракеты «Циркон», которые могут, там, страшное дело, гиперзвуковые ракеты, которые могут страшный урон нанести. Кому? Прежде всего Соединенным Штатам Америки. И вот этот фрегат совершает маневр. Он вышел из Североморска, там неподалеку от Мурманска, потом пошел туда вниз. Его сопровождало это грознейшее оружие Российской Федерации, сопровождала баржа или судно специальное на тот случай, что если с чудо-фрегатом случится то, что в свое время случилось с авианосцем Кузей, эта баржа или вспомогательное судно должно будет его отбуксировать к ближайшему порту. И вот они должны были пройти вдоль западных берегов Африки, обогнуть с юга эту Африку, войти в Индийский океан, а потом через Суэцкий канал выйти обратно в Средиземное море. И вдруг где-то там вот посередине, неподалеку от экватора, немножко ниже экватора, этот фрегат отрывается от вспомогательного судна, резко разворачивается и движется в сторону Соединенных Штатов Америки. Но последний раз, когда я вот следил, он находился еще за пределами досягаемости этих ракет, объявленной досягаемости. Побережье Соединенных Штатов Америки. То есть идет вот такая демонстрация, крики о том, что мы должны предупредить, против нас воюет все НАТО. Ну, в конце концов, они об этом кричали еще с зимы 21 года, что против них воюет НАТО. Ну, что, напросились, доигрались, теперь пожинают пусть плоды. Короче говоря, вот такая сложилась ситуация. За что они ратуют, на что они надеются, вернее, грозятся. Они грозятся, что им удастся уничтожить эту технику во время ее поставки. То есть надо обращать на это внимание. Кстати, хвастливое заявление Министерства обороны Российской Федерации по поводу того, что они уничтожили огромное количество техники, поставляемой в Украину из
стран Восточной Европы, это все фикция. Американцы, британцы не зафиксировали ни одного случая, когда вот эта поставка была бы уничтожена Российской Федерацией. Описывают вообще сам процесс поставки как игру в кошки-мышки. То есть все это делается настолько тайно, настолько все это зашифровано, под покровом тайны. То есть работают американские спутники, системы противовоздушной обороны, противоракетной обороны, в том числе и НАТО, отслеживая возможные пуски ракет, там, вылеты самолетов с аэродромов Российской Федерации для осуществления вот этих операций по, как они говорят, пресечению поставок боевой техники в Украину. И ни разу, во всяком случае, так говорят американцы, британцы, ни разу россиянам не удалось это сделать. Будем надеяться, что это не удастся и впредь. Короче говоря, вот нынешняя ситуация сложилась, я помню, читал как-то документы накануне Второй мировой войны, переписку дипломатическую между Советским Союзом и гитлеровской Германией. И Геббельс, комментируя обмен телеграммами, буквально за последние 4 дня до 22 июня, немцы в ответах и в таких, я бы сказал, жалобных телеграммах из Москвы, значит, Геббельс смеялся, говорил, они же все поняли. То есть немцы считали, Геббельс считал, что в России, в Советском Союзе, в Москве, в Кремле поняли, что будет вторжение, но ничего не могли сделать и бессильно ожидали вот этого рокового события. Вот так вот это комментировал Геббельс. У меня такое впечатление, что сейчас ситуация примерно такая, потому что вот эти российские аналитики, они уповают, что Путин проявит наконец-то свою твердость характера и поставит ультиматум, типа, если вы... То есть речь-то раньше шла о чем? Что если вы поставите бронетехнику, это все, это конец. Конец, потому что такая жирная красная линия будет преодолена. Ну все, готовьтесь. Теперь объявили, что... Да ничего абсолютно. Какое-то невнятное скуление, издаваемое Песковым. Вот и все. Теперь, значит, нужна новая красная линия. Вот если вы теперь этим бронированным кулаком... Да, хорошо, будете освобождать свои территории, тут про это молчат. А вот если вы на территорию Российской Федерации вторгнетесь, вот тогда все. Ну, короче говоря, это все по-прежнему мультики. Такая вот ситуация. Что касается самолетов, значит, как я начал это сегодняшнее видео. Украине передается не просто набор видов оружия, а то оружие, которое по концепции НАТО еще с 70-х, 80-х годов необходимо для отражения возможного наступления российских войск, а затем чтобы их опрокинуть и так далее. То есть туда входят все необходимые, вот этот тяжелый танк, затем Брэдлис, затем Страйкер, французская AMX-10RC. Вот этот кулак называют убийцей танков. Ну, плюс сюда еще артиллерия, сюда еще джавелины. Короче говоря, вот это то, что необходимо для успешного совершения операции на суше. Но все это нужно прикрыть с воздуха. Иначе вот полковник, вернее, капитан первого ранга, бывший из Генштаба, грозится, что мы их всех перебьем. Естественно, это все понимают американцы, европейцы, НАТО. Они все это понимают. И они должны дать все необходимое для ВСУ, для того, чтобы вот эта концепция сработала на 100%. Кстати, Байден, я вам говорил об этом в предыдущем видео, когда его спросили, одно из последних его высказываний, как там насчет танков, его тогда еще спрашивали, дадим или не дадим. Его ответ был обстоятельный. Он сказал, что Украина получит все, что необходимо. То есть надо понимать и то, что необходимо для закрытия с воздуха. Ну, системы ПВО наземного базирования в Украину уже идут. Британцы поставляют 4 вертолета «Апачи», это с воздуха.
Все это мало, но нет смысла поставлять все компоненты, вот, которые входят в эту систему Assault Breaker, и не закрыть это все сверху, это просто не имеет смысла. Это выброшенное на ветер 2,5 миллиарда Рамштайна, а потом остальные миллиарды на танки. То есть не имеет смысла, потому что это не имеет смысла в принципе. Поэтому неизбежно пошли разговоры вот в Америке, сразу же практически после решения о танках пошли разговоры о самолетах. С самолетами речь обстоит так. F-15, F-16. Замечательные самолеты, но есть одна проблема. Для них нужны длинные взлето-посадочные полосы хорошего качества. Говорят, что в Украине с этим делом проблемы. Самолет F-18, он менее прихотлив с точки зрения взлетно-посадочных полос, но их не так много в наличии, свободных, которые можно было в большом количестве передать. Специалисты считают, что наиболее оптимальным, с учетом особенностей Украины, был бы шведский самолет Грайпен. Разговор об этом идет уже где-то месяца два, наверное. И такое впечатление, что шведы не возражают. Ну, и еще важное обстоятельство, я вам говорил, по-моему, о нем. В прошлом году еще, где-то осенью, в Конгрессе были заложены в очередной законопроект, и законопроект был утвержден. В общем, было выделено $100 миллионов на подготовку украинских пилотов. Считается, что для того, чтобы в принципе научить пилота здесь, в Америке, водить самолет, необходимо минимум 6 месяцев. Для того, чтобы пилотировать самолет качественно, нужен год. Но для того, чтобы подготовить суперпилота, надо года 2. Но я так полагаю, что, возможно, вот эти сроки, это имеется в виду, если человека готовить с нуля. Но учитывая, что, скорее всего, подготовку будут проходить пилоты, умелые и заслуженные уже пилоты ВСУ, или воздушно ВВС Украины, то, возможно, удастся эти временные рамки сжать. Тем более, что в Америке, да и вообще в НАТО постоянно подчеркивается, что украинские представители продемонстрировали неоднократно уникальную способность обучаться и потом классно использовать уроки этого обучения в освоении западной военной техники. Но, значит, до сих пор, я следил за этим делом, до сих пор не проходила информация о том, что уже какое-то время идет подготовка этих пилотов. То есть она, если и началась, то, возможно, буквально на днях. Или на днях она начнется. То есть вопрос поставлен ребром. Деньги выделены, где пилоты. Таким образом, ждем и надеемся, табу уже никаких нет после поставок, решения о поставках Patriots, после решения о поставках тяжелых танков, табу уже практически нет никаких. В этот же пакет перед наступлением ВСУ, весенне-летним, должен быть, я уверен, решен вопрос так или иначе с поставкой снарядов дальнего радиуса действия. Это может называться Атакамс, или это может называться, как они вот расшифровка, Ground Launched Bomb, Small Diameter Bomb, вот так вот это звучит. Короче говоря, это типа бомба, присоединенная к ракете, я вам об этом говорил, и ее радиус действия может быть от 150 километров и дальше. Ну и Атакамс, если уж поставлены танки, то и Patriots, то
В чем проблема с атаками? Тем более, если речь пойдет о наступлении на Крым, там такая ракета просто будет необходима для того, чтобы уничтожать тылы противника. А тем временем война в Украине превращается медленно, но верно в серьезную проблему предвыборной кампании Соединенных Штатов 2024 года. Кстати, один из кандидатов, который уже объявил, Дональд Трамп. Вот вы заметили, я вам говорил об этом. Путина некоторое время назад предупредили по поводу вот этой его ядерных причиндалов, чтобы он ими не тряс. И как-то так все это затихло. Но вот в связи с Рамштайном и поставкой танков опять это все началось. И к этому делу подключился Трамп. Возможно, некоторые из вас слышали или читали. Трамп написал, что эту войну надо заканчивать немедленно, потому что сейчас танки, после танки пойдут ядерные боеголовки. Надо немедленно заканчивать это безумие, имеется в войну. Это так просто, пишет Трамп. То есть, к вот этой, обратите внимание, это единственное, что осталось у Путина, так по большому счету стратегически, это пугание Запада ядерным оружием. К этому подключился Трамп. Ну, верная баллонка Путлера. Так вот, значит, буквально на днях в социальных сетях в Соединенных Штатах появилась информация, там даже фотография опубликована, их чуть ли не в обнимку, о том, что когда Трамп начнет реально свою предвыборную кампанию, его партнером в этой кампании будет Марджори Тейлор Грин. Он в президенты, она в паре с ним в вице-президенты. Я вам о ней уже рассказывал. Это враг Украины, которая пришла на эти выборы последние с лозунгом «Ницента Украине». И теперь она фактически оседлала, вернее, взяла под жесточайший контроль свой, как она сказала, проверку, о которой я вам сказал в своем предыдущем видео, которое уже фактически инициировалось. Я вам сказал об этом в предыдущем видео. На следующий день пошла информация, что ревизоры уже в Киеве. В этой связи у меня массу вопросов по этому поводу. А что будет, как будет проводиться это расследование? А не может ли быть такого, что опять наши коррупционеры соскочат с крючка, а может закроют глаза на это дело, может быть, под ковер, может опять ничего, все главные коррупционеры останутся на своих местах. Ну, давайте вот сейчас я вам обрисую ситуацию. Итак, вскоре, через несколько месяцев начнутся праймерис. Сейчас республиканцам надо прежде всего определить, кто у них будет от партии кандидатов в президенты, кого выдвинут партия. Ну, с одной стороны, это вот отмороженная мага, это Трамп, там уже все решено, но есть неорейганисты, и им нужен нормальный человек. Между ними намечается серьезная драка. То есть до драки между республиканцами и демократами дело даже не дошло. Сейчас идет и намечается драка между двумя кланами в рядах республиканцев. В этой связи, значит, вот эта мага, она фактически влезла и пытается оседлать вот то расследование, о котором я вам рассказывал, которое фактически началось. Значит, Пентагон. Сегодня уже появилась в средствах массовой информации о том, что началось здесь расследование Пентагона в связи с Афганистаном. Но от Афганистана они отобьются, я имею в виду Пентагон, потому что там все началось еще с администрации Трампа. А второй вопрос – это Украина. Пентагон ответил достойно. Он сказал, что мы готовы к аудиту. Будем сотрудничать с проверяющими, все покажем, что представим. Вот она хочу вам подчеркнуть, вот она правильная реакция, ответ
цивилизованного ведомства в цивилизованном государстве. Никаких воплей о том, что это ИПСО, что это вот бывший министр обороны, который был неквалифицированным, и вот это он все на нас напустил, это все Путин виноват, его агентура и прочих подизгиваний. Это законно. Имеет право Конгресс, имеет право соответствующий инспекторат General проводить эти расследования. Министр Остин и от имени, значит, Пентагона ответил очень достойно. Готовы. Дальше, значит, вот те ревизоры, которые приехали, это не значит, что они сейчас приедут, там поработают, закончат. Это у них, у меня такое впечатление, ознакомительная поездка. Они еще на местах определяют, что и как будет делаться. Что может быть? Значит, кто и что будет делать. То есть мы, с одной стороны, имеем администрацию демократов, администрацию Байдена, с другой стороны, мы имеем дело проверку, которую пытается оседлать и поставить под жесточайший контроль враги Украины в лице МАГА. И в частности, возможно, будущего вице-президента Соединенных Штатов Америки Тейлор Грин, чего, я надеюсь, очень не случится. Так вот, в этой ситуации никому даже в голову не придет мысль с американской стороны попытаться спустить дело на тормозах. Или если что-то будет обнаружено, будут копать серьезно. Хотя вот эти ревизоры, они фактически представляют администрацию демократов, но они технократы. Они государственные служащие, эти ревизоры, поэтому они будут копать. Потому что вот в таких острых ситуациях единственное, что может спасти, это когда ты поступаешь по закону. Тут никаких укрывательств, всевозможных нехороших вещей, которые будут обнаружены, они просто невозможны. Если начнется укрывательство, и потом это обнаружится, это смерть, все. Но цели в этом расследовании у двух сторон разные. Представители администрации должны сейчас показать, что если есть недостатки, то они будут скрыты и должным образом поступят с виновными. Ну, понятно, что началась война. Ситуация, ну, как всегда, на войне, как на войне. Время сумбурное. Развитие ситуации меняется каждый, может быть, день. Тут уж нет до разворачивания, да, глобальной системы контроля. Я имею в виду самое начало войны, вторжения. Но теперь надо показать, что система налажена, что она работает. Если что-то будет скрыто, окей. Если будет все скрыто, это будет преследоваться по американским законам, потому что дело касается американской помощи. То есть еще раз, администрации нужно показать, что процесс работает. И если есть недостатки, то они будут скрыты, виновные наказаны, ситуация будет изменена с тем, чтобы они не повторялись. МАГА, которая влезает и ставит под контроль это обследование, им нужна кровь. Они должны показать, что при попустительстве Белого дома там вот в Украине буйным цветом развелась коррупция, на нее не обращали внимания, и все это пошло, и все закончилось тем, что миллиарды долларов американских налогоплательщиков были выброшены не то что на ветер, они оказались в карманах коррумпированных чиновников в Украине или на их офшорных счетах. То есть, если со стороны администрации смысл этого расследования и аудита состоит в том, чтобы выявить недостатки, в случае обнаружения принять меры по их локализации, если виновные в коррупции, в других преступлениях наказать, с тем, чтобы дальше продолжать оказывать необходимую помощь Украине. Со стороны МАГА цель состоит в том, чтобы докопаться, обязательно найти какую-то страшную там вещь, страшный дерибан, страшное казнократство, клептократию,
Им нужна кровь для того, чтобы прекратить эту помощь, чтобы убить ее. Вот, то есть одно дело, цель разная, но в этой ситуации как-то сманипулировать с этим делом, попытаться, или если что-то будет обнаружено, прикрыть, я считаю, что это практически невозможно. Это будет политическое самоубийство. Политическое самоубийство, потому что и Белый дом уже готовится к предвыборной кампании. Еще не начал, но готовится. И тут такая ситуация, вот размышляют аналитики, пока в рамках Вашингтона, округа Колумбии, Украина, война в Украине. Что она принесет Байдену в 2024 году? То есть пока Байден вроде бы еще не объявил о том, что он идет на выборы, но он и не сказал, что не пойдет. Я думаю, что все зависит от следующего. Если республиканцы, неорейганисты сумеют подавить МАГА с их Трампом, и если вместо Трампа от республиканской партии будет выдвинут какой-то новый сильный кандидат, ну, допустим, Десантис, да, или как кто-нибудь другой, тогда, пока такая ситуация просматривается, Байден вряд ли пойдет на второй срок. Ну, возраст не позволяет. Но если пойдет Трамп, вот тогда Байден может объявить о том, что идет на второй срок, и самое интересное, что может победить. Потому что вот недавно, буквально на прошлой неделе, закончились слушания перед большим жюри в штате Джорджия по поводу того звонка телефонного, который сделал после выборов Трамп, тогда еще президент, секретарю штата Джорджии с требованием фактически чуть ли не открытым текстом сфальсифицировать результаты выборов в штате Джорджия. А он тогда был важнейшим, переломным штатом по окончании президентских выборов. И ход слушаний перед этим большим жюри свидетельствует, по мнению аналитиков, о том, что будет выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления Трампом, требованием фальсификации выборов. И вот если будут выдвинуты против него такие обвинения в уголовном преступлении, пока еще непонятно, сможет он с ними пойти на выборы, но даже если сможет, то шансов на то, что он победит, они будут близки к нулю. И тогда Байден может выставлять свою кандидатуру и идти на второй срок. Возраст ему, конечно, это большая проблема, но короля играет двор, приближенные, а я вам скажу, что команда, просто блестящая. То есть я вот буквально вчера разговаривал с одним из представителей стафферов Конгресса, который говорит, что там молиться нужно на Байдена, вернее, не на Байдена, на его команду, потому что после того, что натворил Трамп в плане разрушения отношений с союзниками по НАТО, нынешняя администрация сделала чудо. Она создала и до сих пор сохранила единство Запада в противостоянии Москве. И последний раз это было продемонстрировано в решении по танкам. Это действительно большое достижение. Ну так вот, значит, как на Байдене это может отразиться? Плюс ему или не минус то, что происходит на территории Украины. Тут палка о двух концах. Значит, если победа, наверное, хорошо, да, для Байдена. Но кто может поручиться? Победа, а может быть, не совсем победа, потому что, в общем, вопрос стоит так. Если контрнаступление Украины обернется неудачей, или это дело превратится в вялотекущую войну, то есть вот то, что происходит на северо-востоке, продолжится и на других направлениях. Тогда республиканцы поднимают вопрос, куда ж, зачем миллиарды долларов американских налогоплательщиков вот в такое дело, безнадежное. Кстати, тот один грамотный американец посчитал, чего обходится каждому налогоплательщику американскому финансирование помощи Украине. Казалось, там $3.40 в неделю. То есть это вообще ничто.
если каждому американцу это объяснить, и что приобретается на эти деньги, какие высочайшие задачи решаются при этом, ну, пелена спадет с глаз. Просто никто это не делает. А надо бы сделать. Так вот, значит, если контрнаступление превратится в неудачу или несущественную удачу, тогда республиканцы начнут кричать о том, куда ж уходят наши деньги. Но с другой стороны, то ли хорошо это, то ли плохо, но это так, как есть. Здесь считается, что внешняя политика – это для элиты. То есть это для думающих избирателей, людей с интеллектом. Для большинства избирателей главное это будет внутренняя там, южная граница, инфляция, цены, бензин, ну и все такое прочее. То есть такое мнение, это тоже опытные аналитики это высказывают, что бы там ни произошло на полях сражений в Украине, на Байдене это может никак совершенно не отразиться. Короче говоря, вот такая смутная, не совсем понятная сейчас ситуация, но она сложная. Но вывод один, что администрация жесточайшим образом выбрала прямой курс на победу ВСУ, на изгнание врага с оккупированных территорий, со всех оккупированных территорий. И в этой ситуации, что характерно, решение по поводу помощи Украине и все остальное, что касается Украины, принимают сотрудники сейчас, или не они принимают, но они готовят, работают над этим, Совета национальной безопасности. Их полностью отстранили от всех дел, связанных с предвыборной кампанией к президентским выборам 2024 года. Это очень важное решение с тем, чтобы у них, когда они принимают решение по Украине, никак в их головах это никак не соприкасалось с идеями, а как это повлияет на президентские выборы 2024 года. То есть Украина это сама по себе, там нужно принять самое правильное, самое рациональное решение, а о том, как это будет влиять это на внутренние выборы, не будет влиять, это дело типа десятое. Это не ваша задача, пусть этим занимаются другие. И это, в принципе, это хорошо. Ну и в заключение, я вам скажу, несколько небольших, но интересных сообщений. Итак, американские аналитики, наблюдая за развитием боевых действий в Украине, пришли к выводу, что эффективность использования российской артиллерии составляет 1,5%. Это убийственное просто. Помните, сколько разговоров было вот у россиян, колоссальное преимущество. Они делают, особенно на начальном этапе войны, 60 тысяч выстрелов в сутки, а Украина всего 10 тысяч, там, а то и меньше было. Ну, теперь посчитайте. Значит, для того, чтобы уничтожить одну цель, россиянам надо произвести 100 выстрелов. Знаете? Что касается Украины, при помощи высокоточных западных артиллерийских установок коэффициент близок, ну, по крайней мере, 25%. То есть для того, чтобы ВСУ поразить цель, нужно сделать 4 выстрела. Еще раз. Российская сторона 100 выстрелов для поражения. Значит, украинская сторона делает это, значит, 4 выстрелами. Чувствуете разницу. То есть, если вот так вот подсчитать это, то получится, что в качественном плане преимущество или уже принадлежит, или Украина, ВСУ близки к тому, чтобы иметь качественное, я даже сказал бы, качественно-количественное, если считать по пораженным объектам, преимущество над российской стороной. Еще одно интересное сообщение. Значит, в начале этой недели здесь, в Вашингтоне, состоялась конференция, которая была посвящена вопросу о утечке
западных микрочипов и другой электроники в Россию и ее использование для производства ракет и других новейших видов вооружений. И там выступил представитель Руси, это британское королевское институт объединенных, объединенных услуг или служб. Ну, мудреное занятие, короче говоря, это аналитический центр исследования военных проблем. Так вот, они обнаружили в тех системах вооружения, которые были сбиты, там в ракетах и в других системах, которые попали в руки ВСУ, обнаружили 450 образцов электроники западного производства. Соединенных Штатов, Западной Европы, и Японии, по-моему, даже Южной Кореи. И среди этих 450 81 предмет или изделия электроники – это те, которые подлежали экспортному контролю, то есть те, которые никоим образом не должны были утечь в Российскую Федерацию. Результат – это вот разгильдяйство, которое наступило в западном мире после крушения Советского Союза. Полное благодушие на существующие предохранители и правила мало кто обращал внимание, а оказалось, что похищать вот эти микрочипы, столь необходимые для производства российских ракет, не так уже и сложно. Значит, это в средствах массовой информации написано, поэтому я вам не расскажу. Для Мордора мои откровения не станут, то, что я вам говорю, не станет откровением, потому что уже другие сделали откровение. Так вот, как это делается? Агентура Российской Федерации в Соединенных Штатах или в другой западной стране может приобрести по почте это все. Ну, допустим, я лично приобретал по почте Red Dot. Это прицел оптический для автомата или для пистолета, красная точка. Когда ты его покупаешь, там написано «экспорт за пределами Соединенных Штатов Америки не разрешается». Так вот, агентура выписывает это, ну, не обязательно по Амазону, естественно, может от производителей, другие виды, микрочипы, выписывает на адреса свои в Соединенных Штатах или на подставные адреса, иногда PO Box, то есть почтовый ящик, но не всегда это проходит. Потом это перепакуется и потом отправляется типа в союзные страны. Турция, Гонконг. Вот и все. И вот таким образом эта система работала, ну, до последнего времени, что позволяло Мордору изготовлять вот эти ракеты. Все удивляются, откуда у него до сих пор берутся. Вот откуда они у него берутся. Слава Богу, вовремя установили, определили причину, и есть возможность это все прикрыть, над чем сейчас и работают. Потому что все же это проходит через реальные каналы. И все это фиксируется на разных этапах сделки. Вот это приобретение, транспортировка и так далее. И теперь при помощи искусственного интеллекта все базы данных торговли и поставок вот этих чипов по территории Соединенных Штатов и стран Западной Европы. Сейчас это через все это прослеживается, изучается с тем, чтобы выявить эту агентуру и перекрыть эти поставки. Но есть надежда, что, учитывая условия военного времени, есть надежда, что это будет сделано достаточно быстро. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Мордор, как раньше Карфаген, будет разрушен. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, уверенности в нашей победе и хороших, по возможности, учитывая условия военного времени, хороших вам выходных. До новых скорых встреч.